Несколько лет назад, в один из ничем не примечательных рабочих дней, в промышленном районе небольшого города раздался страшный взрыв. Он был настолько мощным, что звук его прокатился по окрестностям, напоминая глухой удар грома среди ясного неба. Взрыв произошел в одном из цехов старого производственного предприятия, которое долгое время считалось безопасным и надежным. Никто не ожидал, что обычное утро превратится в начало трагедии. Через считанные минуты после взрыва небо заволокло густым черным дымом, а над зданием завился огонь. Пожар распространялся с невероятной скоростью, охватывая сначала само промышленное здание, а потом и все, что находилось поблизости. Горели деревянные перегородки, искрились металлоконструкции, и вскоре пламя перекинулось на жилые дома, стоявшие всего в паре кварталов от предприятия. Местные жители сначала не поверили своим глазам. Казалось, все происходящее – страшный сон или кадры из кинофильма. Но уже через мгновение стало ясно – нужно спасаться. Люди в панике выбегали из домов, унося с собой только самое необходимое – документы, деньги, драгоценности, небольшие сумки с вещами. Кто-то кричал, кто-то пытался дозвониться до пожарной службы или предупредить соседей. Детский плач, лай собак, вой сирен, треск огня – все слилось в жуткую какофонию бедствия. Среди бегущих был и один мужчина, среднего возраста с уставшим, но решительным лицом. Он жил один в небольшом доме с уютным двориком, где проводил время со своими питомцами. Добрым, умным псом по кличке Рекс и маленьким котенком, которого они недавно подобрали на улице. Котенок был игривым, пугливым и с первых дней подружился с Рексом. Они спали вместе, ели рядом и целыми днями играли во дворе. Когда мужчина понял, что пожар надвигается слишком быстро, он, как и все, поспешил собрать самое важное. Он вызвал пса, открыл калитку и выпустил его во двор, предполагая, что тот, как всегда, побежит за ним. Но Рекс повел себя иначе. Он замер на мгновение, понюхал воздух, как будто что-то сообразил, и в следующее мгновение развернулся и с лаем бросился обратно в дом, в самую гущу пламени и дыма. «Рекс!» – закричал мужчина, испуганный до глубины души. «Вернись!» Но собака не обернулась. Она исчезла за дверью, которую уже начинал подгрызать огонь. Мужчина замер. Он не знал, что делать. Инстинкт самосохранения подсказывал: нельзя идти за собакой, это слишком опасно. Пламя уже охватило часть крыши, и с каждой минутой дом превращался в огненную ловушку. И все же он не мог уйти. Он стоял у ворот, оглядываясь и надеясь на чудо, отчаянно вглядываясь в дымящуюся фигуру своего жилища. Секунды тянулись как часы. Он представлял себе худшее, но вдруг задышал. Воздух словно дрогнул. Из полыхающего дома выскочила фигура. Это был Рекс. Собака бежала неровно, но уверенно. Из ее пасти свисал комок шерсти, живой и извивающийся. Это был тот самый котенок. Рекс держал его аккуратно, но крепко, как мать несет свое дитя. Он пробежал несколько метров и остановился возле хозяина, тяжело дыша, кашляя и прижимая уши. Мужчина опустился на колени. Слезы покатились по его щекам. От облегчения, от страха, от гордости. Котенок был жив. Напуган, дрожал, но жив. Оказалось, что котенок спрятался где-то в дальнем углу дома, под креслом или за шкафом, там, где чувствовал себя в безопасности. В панике и спешке его не заметили. Но Рекс почувствовал. Он не мог уйти, зная, что его маленький друг остался внутри. Эта история дружбы не начиналась с громких событий. Когда мужчина подобрал бездомного котенка осенью, тот был грязным, истощенным, с воспаленными глазами. Рекс сначала сторонился малыша, но Шустцвекрещевже проявил интерес. Он начал приносить ему кусочки еды, вылизывать шерсть, делиться своим лежаком. Через несколько дней они стали неразлучны. Их дружба стала настоящей, искренней, бессловесной, но сильной. Котенок следовал за Рексом повсюду. Иногда забирался на его спину, иногда прятался под животом, если слышал громкие звуки. А Рекс, как старший брат, защищал, учил, терпел шалости и ни разу не обидел малыша.
Эти двое стали примером того, как разные существа могут быть одной душой. Пожар продолжался еще несколько часов. Многие дома сгорели полностью. Люди временно разместились в местной школе, которую открыли как центр эвакуации. В этот импровизированный приют пришел и тот мужчина с Рексом и котенком. Ему выделили место в спортзале. Он расстелил одеяло, положил рядом еду и воду. Рекс лежал уставший, но бодрый. Котенок, несмотря на стресс, свернулся клубочком, прижавшись к боку своего спасителя. Вокруг слышались разговоры. Кто-то жаловался на потерю имущества, кто-то сокрушался о доме, кто-то молчал. Но все, кто видел, как пес спас котенка, были поражены. Люди подходили к мужчине, гладили Рекса, говорили: «Герой, молодец, вот это собака». А он только улыбался сквозь усталость и говорил: «Он не просто собака, он сердце». С тех пор прошло немало лет. Мужчина восстановил дом на том же месте, где стоял прежний. Сначала пришлось жить в строительной бытовке, потом снимать квартиру, но он знал, вернется туда, где все началось. Рекс стал старше, шерсть у него поседела на морде, движения стали медленнее. Котенок вырос, превратился в красивого пушистого кота. Они все так же были вместе, спали на одном коврике, играли на лужайке, встречали хозяина у калитки. Каждый вечер, прогуливаясь по улице, прохожие узнавали их, вспоминая ту историю, что облетела весь город. О ней писали в местных газетах, рассказывали в новостях. Школьники рисовали картинки, посвященные храброму псу. Но мужчина не искал славы. Для него это была не сенсация. Это была жизнь. Он никогда не забудет того взгляда, с которым Рекс посмотрел на него перед тем, как броситься в пылающий дом. Не было страха, только решимость и любовь. Героизм – это не только поступки на войне или в великих сражениях. Настоящий героизм рождается в сердце, в том самом моменте, когда ты выбираешь не себя, а другого. Когда ты идешь навстречу опасности не ради славы, а потому что не можешь иначе. Потому что любишь. Рекс не знал слова «герой». Он не думал, что делает что-то великое. Он просто спасал друга. Для него это было естественно, как дышать. Эта история осталась в памяти не только жителей того района, но и всех, кто о ней услышал. Потому что она напоминает нам: доброта, верность и любовь – невыдуманные слова. Они живут рядом с нами. Иногда в маленьком доме, где дружат кот и собака. Иногда в сердце пса, который решает броситься в огонь, чтобы спасти своего лучшего друга. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!